В этом видео мы продолжим работать с библиотекой React и построением или созданием картографических приложений с помощью библиотеки React и библиотеки Leaflet. Напомним, на прошлом занятии мы прошли создание самого приложения, добавление тайлового слоя, то есть базовой карты, и добавление маркера с всплывающим окном. То есть карта у нас выглядела вот так, и при клике на маркер у нас всплывало инфоокно. Теперь мы пройдем чуть дальше и исследуем изменение состояния реакторского компонента, то есть стейта. Сделаем мы это на примере изменения базовой карты в приложении. То есть в данном случае наше приложение выглядит следующим образом. У нас есть карта, маркер, и справа появился виджет изменения базовой карты. То есть мы можем выбрать название базовой карты, и у нас изменится тайловый слой, слой подложки на соответствующий. Давайте теперь перейдем в код и подробнее рассмотрим, что именно было сделано. Итак, мы перешли в код. Давайте быстро повторим, как устроено приложение. У нас есть файл index.html, где есть div с ID root. Дальше в этот ID root в index.js кладется компонент app, который импортируется из файла app. Соответственно, в файле app у нас возвращается компонент map-component, который импортирован из файла map-base-map. Вот в нем мы сегодня и будем работать. Итак, у нас есть map-component, в нем есть объект state со своими ключами, значениями, и одно из них это ключ basemap со значением, со строковым значением OSM. К функциям basemap change мы вернемся чуть позже. И есть функция render, метод render, который состоит из следующего. Во-первых, в нем создается переменная center, в нем создается объект basemapsDict, который представляет собой три ключа OSM, hot и dark. Это темы, которые возможны у карты подложки, и значения у них это ссылки на тайловые сервисы карт подложек, которые мы будем использовать. То есть бесплатные сервисы, взяты они из данного приложения, то есть вот здесь список картографических подложек, которые можно использовать и легко подключить к Leaflet карте. Соответственно, вот мы взяли оттуда три примера, то есть у нас есть такой словарик. Слева какое-то ключевое обозначение данной карты, данной тайловой подложки, и справа это ссылка на тайловый сервис. И дальше уже в самом компоненте у нас возвращается карта с тайловой подложкой, где используется значение в свойстве URL, используется значение из basemapsDict. И отметим, что ключ выбирается из состояния данного компонента. То есть this state basemap используется. То есть в данном случае basemap равен OSM, и здесь как бы подставится значение OSM. То есть будет basemapsDict OSM. То есть возьмется вот эта тайловая подложка, вот этот тайловый сервис будет использован. Соответственно, каким образом у нас должна меняться тайловая подложка? То есть, каким образом у нас будет меняться this state basemap, чтобы в данное место подставлялось либо OSM, либо hot, либо dark. Мы создали свой собственный компонент и назвали его basemap. У него есть два свойства. Первое свойство это basemap, которое равняется this state basemap. И второе свойство это onChange, которое равняется методу this onBaseMapChange. Эти два свойства передадутся внутрь компонента basemap, который мы создали, и к ним можно будет обращаться через these props. То есть это будут его по факту properties, свойства. Через these props можно к ним будет обращаться. Давайте откроем компонент basemaps. Соответственно, здесь мы видим класс basemap, и он возвращается по дефолту, export default. И в нем есть первое метод onChange и второе render. Ну, давайте начнем с рендера, то есть что по факту нам приходит, какой JSX. То есть нам приходит просто div, внутри которого есть selection, то есть select с тремя опциями, возможными вариантами выбора. То есть смотрим в справке
по HTML, что такое text select. Смотрим, какие у него есть атрибуты. Первый атрибут – это value. В данном случае в это value передастся this props base map, то есть то, что мы отправили из файла map-basemap.js вот здесь вот, то есть данный basemap будет считан. То есть на текущий момент value равняется OSM. И также есть атрибут onChange. То есть что будет происходить, какой алгоритм, сценарий будет происходить при изменении value в данном селекте. И будет происходить сценарий this onChange. То есть вот данный метод будет вызываться, и в нем что-то будет делаться. Соответственно, смотрим в приложение, то есть как у нас выглядит вот этот данный div. Он у нас выглядит следующим образом. То есть вот наш select. И в нем есть три варианта: OSM, OSM Hot и Dark. То есть мы увидели HTML, соответствующие стили, потому что, как мы видим, здесь есть класс name basemaps container. И в файле map.css у нас настроены определенные стили для данного класса. А именно position, top right, то есть где он будет располагаться сверху и справа на расстоянии будет по 20 пикселей от границ экрана, z-индекс обязательно, и у тега select внутри элемента с данным классом мы настроили просто ширину и высоту 200 и 20 пикселей соответственно. Таким образом мы разместили этот элемент, в нем есть три составляющие. Теперь смотрим, что происходит, когда мы выбираем определенное значение из этих трех. Происходит метод onChange. То есть код заходит внутрь данного метода. И давайте вернем в виде console лога данную величину. current_target value. Теперь откроем приложение, откроем код, перейдем в консоль и изменим название выбранной нами подложки. И нам вернулось value, соответствующее нашему выбору. То есть при dark у нас возвращается dark, OSM hot у нас возвращается hot, и OSM у нас возвращается OSM. То есть это вот эти три value, которые передаются в метод onChange при их выборе. Мы можем отметить, что значения данных value, они равны ключам в объекте basemapsDict, то есть OSM, hot и dark, для того, чтобы выбирался соответствующий тайловый сервис для карты подложки. Теперь мы запишем данное значение OSM, hot или dark в переменную bm, сокращение от basemap. И дальше алгоритм такой: если this props onChange существует, то есть если передан данный метод, а он передан, как мы видим, то вызови this props onChange с аргументом bm. То есть вызывается, как здесь мы обращались к свойству basemap, которое передавалось вот здесь, this props basemap, так и здесь this props onChange вызовет функцию this onBMChange. То есть вот сюда зайдет наш код. То есть в данном случае this props onChange bm вызовет данную функцию с аргументом bm. И здесь изменится состояние в компоненте mapComponent. То есть this setState — это метод, который отвечает за изменение состояния. На вход данному методу приходит объект с ключом в виде свойства, который у нас есть в объекте state, и значением, которым мы хотим переписать данное состояние. То есть к нам пришло OSM, hot или dark. Это вот одна из трех строк нам пришла. И мы перезаписываем значение state_basemap на данную строку. И как только мы его перезаписываем, все, что в данном приложении зависит от this state_basemap, перерендерится, то есть перерисовывается. То есть у нас изменится попап, у нас изменится
tile layer, то есть наш URL изменился, соответственно, изменилась карта-подложка. И у нас изменилась наша выбранная опция в компоненте BaseMap. То есть у нас поменяется value. Все, соответственно, еще раз наш алгоритм какой? Мы написали атрибут onChange в тег select. Соответственно, при изменении value у нас срабатывает функция onChange, которая получает это значение value через eCurrentTargetValue. И это значение уже передается в другой файл map_basemap.js, в класс mapComponent, то есть в компонент, в функцию onBMChange, потому что these props onChange, мы смотрим, что такое these props, а these props это у нас basemap и onChange. То есть, соответственно, у нас есть два свойства, basemap и onChange. These props onChange, как мы видим, это this onBMChange. То есть это вот этот метод. И в нем уже изменяется состояние компонента mapComponent. А именно изменяется basemap на ту строку, которая пришла из значений опшенов. То есть либо OSM, либо hot, либо dark. Все, у нас изменился basemap, допустим, он стал hot. В таком случае у нас тут же изменился URL tile layer. То есть здесь подставится hot. Возьмется, соответственно, basemaps dict hot, то есть возьмется данная ссылка, и тайловый сервис уже будет использовать именно данную ссылку для построения базовой карты, то есть для построения карты подложки. Здесь у нас будет использовано слово hot также, и в попапе у нас будет написано «выбрана тема», и просто будет подставлено слово hot, то есть выбрана тема, вот примерно вот так вот у нас будет написано. Выбрана тема hot. Или же у нас будет написано вот так, используя как бы JSX. У нас будет написано вот так. Ну, что одно и то же. То есть теперь мы разобрались, как у нас работает state, состояние, как его можно менять через this.setState, то есть метод setState меняет состояние. Что он берет на вход? Он берет на вход объект, внутри которого должен быть ключ, который отвечает за то состояние, которое будет изменено, и, соответственно, новое значение данного состояния. И также мы познакомились с тем, как создавать свои собственные компоненты. Мы проходили это и на предыдущем занятии, но вот в данном видео мы создали компонент basemap и использовали его с двумя свойствами basemap и onChange. Вызвали его, точнее. И уже обращались к этим свойствам через these props. То есть в приложении у нас при изменении options меняется ссылка на тайловый сервис и меняется карта-подложка. Теперь остановимся на одной важной детали, а именно чему равен this в методе onBMChange. То есть раскомментируем строчку console.log this и сохраним. Посмотрим. Так, уберем отсюда console.log, чтобы у нас не было никаких лишних выводов в консоль. И посмотрим, что же такое this при выборе карты подложки. А это, как мы видим, наш компонент карты, то есть mapComponent. У него есть наш state, который мы создали, внутри него у нас есть метод onBMChange. И теперь мы сделаем следующее. Мы изменим синтаксис при создании метода onBMChange и сохраним приложение. Сохраним файл и попробуем еще раз изменить. Теперь у нас выскакивает ошибка, и, как мы видим, this изменился. То есть ошибка возникает, как мы видим, setState is not a function. То есть у нас нету метода setState у данного this. То есть изменился this, изменился контекст. И, как мы видим, теперь это basemap и onChange. То есть это наши свойства, которые мы передавали в компонент basemap. То есть this стал другим по факту. И мы не можем вызвать наш
setState в методе onBMChange. То есть onBMChange вызывается, все отлично, console.log_this тоже вызывается, но this другой. This это не map component, и он не может иметь метода setState. Соответственно, в данном случае у нас есть два метода. Либо мы меняем синтаксис на данный, и в таком случае this переопределяется, либо данная запись аналогична вот такой вот конструкции. То есть, если мы сейчас обратно поменяем синтаксис, то есть у нас вот будет тот синтаксис, который у нас не сработал без данной конструкции, и запустим приложение, сохранив данный файл, то у нас опять все заработает. То есть данная конструкция, по факту, что мы в ней делаем, мы в ней используем метод bind и переопределяем контекст функции, которую мы используем. То есть про метод bind стоит прочитать отдельно в справке, что такое изменение контекста и почему мы не использовали данную запись. Ну, во-первых, конечно же, данная запись короче просто, она удобнее. Но она, в свою очередь, является экспериментальной, то есть данный синтаксис является экспериментальным. Поэтому в данном видео мы показали и тот, и другой способ передачи нужного this в метод onBMChange. Закомментируем эту строчку. Ну и давайте посмотрим последнее, как мы можем добавить новую тему в наше небольшое приложение. То есть как мы можем сделать не 3 возможных варианта выбора темы, а 4. Соответственно, мы зайдем на сайт, который мы уже смотрели, зайдем в консоль разработчика, Network, и выберем любую карту, которую мы хотим отобразить. Например, мы выберем карту CycleOSM. Мы ее выбрали, чуть-чуть подвигали, у нас пошли запросы к тайловому сервису. Мы видим множество запросов, любой из них нажимаем и видим ссылку HTTPS и так далее. Теперь копируем ссылку, назовем эту карту Cycle. Соответственно, что нам надо сделать? Нам необходимо добавить новый ключ Cycle со значением и заменить в нужных местах конкретные вызовы нашими координатами тайлов, то есть x, y, z, s. Так, поменяли. И теперь необходимо добавить значение опшена в виде cycle. Cycle, и здесь назовем его как угодно. Давайте назовем cycle map. То есть мы можем здесь называть как угодно. Сохраним и перейдем в приложение. То есть теперь при выборе cycle map у нас карта меняется на соответствующую. То есть если мы перейдем в ту же самую Швейцарию, вот мы увидим то же самое, что видим здесь. Наша cycle map. То есть нам просто необходимо посмотреть, куда идет запрос, получить эту ссылку и вставить ее в приложение. То есть не так уж все и сложно. Ну и, соответственно, на нашем маркере мы будем видеть соответствующую запись. При сайкле у нас будет написано «Выбрана тема cycle». На этом все. В данном видео мы разобрались, как использовать метод setState, то есть как изменять состояние внутри компонента. И, соответственно, мы поняли, что все элементы, зависящие от данного состояния, будут перерисовываться автоматически при изменении состояния, то есть перерендерятся они. Мы создали свой собственный компонент BaseMap. Мы научились обращаться к ThisProps, научились вызывать методы из других компонентов. То есть мы создали метод в одном компоненте, вызвали его в другом компоненте через ThisProps, и контекст остался тем же самым, то есть контекст родительского компонента. Мы в данном случае использовали экспериментальный синтаксис. Вы можете использовать конструктор, метод bind для передачи определенного контекста в определенную функцию. Ну и на этом на сегодня все. То есть
Если что-то непонятно, если есть какие-то предложения, пишите их в комментарии. И следующее занятие мы также будем посвящать данной тематике React плюс Leaflet. Если у вас есть какие-то предложения по тому, что вы хотите увидеть, тоже пишите комментарии, мы их все читаем.